Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игры» моих подписчиков, и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Арс. Ну что, он мне написал, что эта каточка меня очень заинтригует и мне она очень понравится, ну, посмотрим. Посмотрим, насколько она мне понравится. Ребят, я хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментарии закрепленное сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграме-канале, где я подробно объясняю, что нужно для этого сделать. Поэтому, как вы перейдете на мой телеграм-канал, в первую очередь вам нужно будет подписаться, второе, прочитать все соответственно условия, и третье, это проверить настройки качества записи, потому что некоторые записи мне кидали в мыле, в квадратиках, с 30 FPS, короче, очень некачественные записи были, поэтому, ребят, ну, проверяйте свои записи, пожалуйста. И огромное спасибо вам за это, что проверите свою запись, и мне не надо будет потом смотреть ее с вырви глазом. В общем, каточку, как обычно, я не смотрю от А до Я, чтобы мне было намного интереснее, и пережить вместе с вами, соответственно, эмоции и все такое. Берет медальон, надеюсь, его, конечно, он скипать не будет, потому что тут есть дух пятерка, и, скорее всего, здесь намек на то, что здесь будут боги-жрецы. Я более чем уверен, что будут боги-жрецы. Какое-то... Ранг я не знаю, и в принципе судить по рангу, я думаю, это такое себе, поэтому мы будем судить что? Правильно, по игре. Вот. И, кстати, ребят, если вы с мобильных телефонов записываете, соответственно, запись, то ставьте режим «Не беспокоить». Добро? Добро. Со старта я вижу, ему уже неплохо так везет, у него и Марси здесь есть, и гоблины-мехи ему уже пришли, причем хорошие гоблины-мехи. Но я бы на его месте, кстати, Марси бы купил. Марси это прикольная тема. Решил ману плюс 50, кстати, взять. Тоже хорошая тема. Я бы все-таки взял Марси. Я думаю, он все-таки возьмет Марси, возьмет Инчу, но можно было бы выйти в НК. Я чисто из-за этого говорю, что можно было бы распродать лишние фигуры и взять, соответственно, Марси. О, все, это Think About, это миндальная связь. Кстати, ребят, раз такое дело, раз такая пляска, я надеюсь, вы уже поставили свой лайк и комментарий 3 слов, чтобы поддержать меня. И, соответственно, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендации. Да? Смотрите, я в вас верю. Я в вас верю. Ага. Я, кстати, на его месте, ну, окей. Только, кстати, почему закидываешь в клокерка все предметы? Вот сейчас закинул Марси, окей. Но если там, в принципе, у противника сейчас будет гоблины мехи, я бы этот жетон закинул бы в резака, потому что на 50% больше урона бы наносил по гоблинам мехам. Разорчика не хочет взять, да? Хочет орка взять. Окей. Так, а это, скорее всего, либо же игрок, либо же бот. На, хекс тебе в табло, Марси. Чтоб не пинало его. Ну давай, покажи фарт. Покажи скиллуху. Давай Марси в 2 звезды сейчас с первого ролла. Ага. Ну, у молодых там такой себе стол, конечно. Неплохо, неплохо, неплохо. Not bad, not bad. Угу. Выходит в инкам, окей. И ничего не продает, потому что инча это инвестиция в лучшее будущее, да, я напоминаю. Инча это инвестиция в лучшее будущее. Вы, кстати, там видите, есть гоблин. Я бы против этого гоблина все-таки бы закинул жетон отступника в резака. Но если мы сейчас придет, в принципе, апгрейд в 2 звезды, то вообще плевать. Жетон отступника вообще прикольный предмет. Особенно если вы знаете, что против вас будут какие-то эльфы и тому подобное, у вас Кири Марси, то там по эльфу просто такой урон влетает. Просто дай бы... Ой, дай боже тебе, бог здоровья, так и с таким вот роллом. Обалдеть. Да ты можешь все предметы, в принципе, сейчас перекинуть в резака и кайфовать от жизни. Вообще тебе не надо париться на этот счет. Просто перекинь все предметы, поставь еще одного резака. И распиливай всех от А до Я. Что-то мне подсказывает моя чуйка, что здесь будут гоблины-мехи, причем фуловые. Потому что здесь есть минер. А еще здесь есть импреска. И мне кажется, будет здесь керри импреска. Интересненько. Но я думаю, так оно и будет. Раз он сказал, что каточка мне это понравится, прям добротно-добротно. По-любому так оно и будет. По любасику. 100%. Интересно просто, как он к этому подойдет. Так, яичко, хорошо.
самом деле, вот у меня есть такая теория, что если тебе панда суммонит, соответственно, какую-то фигуру, да, либо панду, соответственно, то, соответственно, в течение игры тебе будет все суммониться, если на начальных раундах. И так же самое это относится к яйцам. Если тебе яйца со старта приходят, то, соответственно, яйца в течение игры у тебя тоже будут приходить. Не скипай! Нет! Тебе повезет, если в игре не будет жрецов. Отвечаю, тебе повезет нереально, если в игре не будет жрецов. Если в игре будут жрецы, то молись. Молись, чтобы там ему не фартило на жрецов жестко. Зачем ты рванул медальон? Я же в 150 тысяч раз подряд повторяю о том, что, ребят, ну не рольте медальон, но это будет ошибка. Сейчас мета богов-жрецов, богов-орков. С богов-орков очень легко перестраиваться в жрецов. Тут даже жрец пятерка есть. Ай, да ладно, короче. Посмотрим итог. Посмотрим итог. Вынесет его жрец или не вынесет его жрец. И будет ли здесь жрец вообще или не будет. Потому что, допустим, Сейбай, у него есть Лином 2 звезды. И тут как бы у него и баф людей там есть. И скорее всего он может себе спокойно поставить себе и богов-жрецов. А если он играть не собирается через синергию гритеров, то у меня к нему плохие новости. У меня чуть, ну, челюсть не отвисла от такого мува. Ну в кого ты ракетки свои кидаешь? Боже, бездарная ты собака. Ай-яй-яй. Ну вы видели это? Ну вы видели это? Просто трындец. Он с таким столом порвал ему 5-ю точку. Какая ты... Ну ты понял. Да, ну, скиллуха сразу видно, что решает в этой игре. Сразу видно. 100%. На скиллухе только что порвал. У него, чтобы вы понимали, стол намного сильнее, нежели у того типочка. Но тот типочек его все-таки вот так вот взял и так... Эх, ладно, ладно. Если мы сейчас Марси в 2 звезды придет, это будет вообще шикардос. Под Марси в 2... Я не знаю, мне Марси нравится нереально. Я бы... Ну, просто... У него даже есть яичко, он может подкатить к этой Марси с этими яичками, и будет вообще просто песня. Марси это, не знаю, это как состояние души, понимаете? Марси это имбулька. Особенно если у тебя... Мне показалось, что ему Марси пришла. У меня, ну, знаете, аж сердечко начало трепетать от этого. А почему... А почему гоблина-убийцу? А, ну, наверное, на мобов, чтобы 3 монетки получить. Ну, в принципе... Не, просто если он закинул так предметы, он мог бы закинуть эти предметы в резака. Там есть гоблин-убийца, поэтому там бы было на 50% больше урона наносимого от резака, от его крутилки и тому подобное. Ну, ладно. Смотрим дальше. Типа, ранняя Марси. Ну ладно, я уже 1000 раз говорил по поводу Марси, поэтому давайте просто насадимся каточкой. Просто Сане надо меньше трындеть, и нормально. И нормально. Кстати, кто не смотрел мой дневной ролик, я рекомендую посмотреть этот ролик. Поверьте, вы будете... Неплохо. Но ему в идеале в уровень бы взять. Чтобы панда хоть что-то суммонила бы адекватное. Надо еще посмотреть, в принципе, что там по реликвиям есть. Блестящее кольцо, прикольная тема, кстати. Может закинуть в Тинкера, а Тинкер сейчас бафнутый, КД у него меньше, он тупо своими ракетками будет спамить, что он невменяемый. Я бы взял. Я бы взял колечко. Колечко, закинул бы туда ману плюс 50. Ладно. Ладно. Я не знаю, почему он его скипнул, но, в принципе, окей. Короче, о чем я говорил.
Из головы А, что там по реликвиям, мне интересно. Мне интересно, что там по реликвиям в целом. Какие там предметы, все такое. Но в любом случае, мне интересно, что ты хотел найти. Из предметов первого тира, вот тебе кольцо упало, а что ты хотел найти? Вопросик. У него сильно пока что стал. Стол. Стол. Стул. Какие там есть еще реликвии? Покажи, пожалуйста. Покажи, пожалуйста, какие там есть еще реликвии. Интересно. Я вначале просто провтыкал. Не увидел. В принципе, реликвия яиц — это неплохая тема. Но есть сумка Пандамена. Но если он возьмет реликвию яиц, то ее нужно юзать только тогда, когда он уже уверен в том, что кого он будет собирать. Надо после, ну, типа раньше. А, там инсектоид уже собирается, понимаю. Дай бог здоровья всем инсектоидам, которые их собирают. Дай бог вам здоровья, ребятки. Дай бог вам здоровья. Лично молиться за вас буду. У кого такая же реакция на инсектоидов, как у меня? Ну-ка, напишите в комменты. Не знаю, как у кого как, но у меня почти в 90% игр есть инсектоид. Две штуки. Причем такой инсектоид, от которого просто, ну, слюни, сопли разлетаются в разные стороны. Да. Кстати, ребята, я хочу напомнить. Кто вдруг не знает, то у меня выходит по 2 ролика в день на канале. Один ролик в 12 часов, один ролик в 6 часов. Поэтому не пропускайте качественный контент. Поняли? Поняли. И не забывайте поддерживать. Мне не нравится выбор его предметов. Ну, типа... В принципе, пойдет, но... Можно было же взять этот колечко. Там, кстати, Винстрик стырил. Винг. Украль. Кстати, халявные роллы он копит, я так понимаю. Будет на 8 либо на 9 уровне ролить. И это правильное решение. Он еще волшебников собирает. Ну да, тут такой стол у этого паренька. Он закинул туда еще и Разора. Тут будут маги, судя по всему. Пока что не спешит с выбором реликвии. Но это правильно. У него, в принципе, там 2 реликвии хорошие. И сумка Пандамена, и яйца. И то вообще шикардос. Марси ему не идет, к сожалению. Хорош. Наконец-то. Наконец-то его инвестиция окупилась. Да бери сразу себе 7 уровень уже. Все, продавай. Продавай, бери уровень. Все равно с мобов еще бабки получишь. Мне кажется, все-таки здесь будет билд золотых роллов. Надеюсь, конечно, инсектоид не доживет до той стадии игры, когда он будет огромный. Надеюсь, его выкинут намного раньше. Мне интересно, там в реликвиях есть мастерская бомба? Если есть мастерская бомба, то пока не стоит ролиться. Надо дождаться 20-го раунда, а потом, если что, ролиться. Кстати, предмет броня еще упала ему. Броня — это хорошо. Может, 2 брони закинуть сейчас в резака и кайфовать от жизни. А что ты ищешь? А, еще один клевер. Интересное решение. Святой... Да, только хотел сказать. Кто вдруг не знает, то Святой Грааль, если что, дает двойное, грубо говоря, усиление регенерации на мехах. То есть у мехах классовая особенность, то, что у них любая регенерация хп на 50% больше. То есть вот у него, допустим, Грааль 12
12 хп в секунду регенить, соответственно, это будет 18 хп в секунду. То есть это приятный бонус. Это реально приятный бонус. Поэтому, если вам на мехах упал этот предмет, то берите. На начальных раундах этот предмет прям то, что доктор прописал. Там, кстати, 6 рыцарей собралось. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Это не может радовать. 6 рыцарей его могут спокойно сейчас распилить. Ну, типа у него сильный стол, но если там щиты прокнут как надо и резак сдохнет, то будет печалька. Опа. Чиназис. Леончик пришел. Но я думаю, Леончик он брать не будет. Он уже играть через волшебников не собирается. Он будет, скорее всего, просто доставлять себе морских немного, чтобы от магии защититься. Ну, как от магии? Просто от урона способностей. Смоки там просто, смотрите, какой стол себе сделал. Вич Доктора в 3 звезды собрал. Молодец. Сейчас и Луну в 3 звезды соберет, да? У меня такая тема была в дневном ролике. И там на 13-м раунде, по-моему, если мне память не отшибает, то там была Луна в 3 звезды на 13-м раунде. На секундочку. А вот здесь молодой человек испытывает мою удачу. У него до сих пор Луны в 3 звезды нету. Кайфует. Тут чел вообще с яйцом стоит. Тоже кайфует вдвойне. Так сказать, своих противников устрашает заранее. Кстати, может фулл гоблинов поставить. Да, он может фулл гоблина поставить. Взять уровень и поставить себе фулл гоблинов. Правильно? Сейчас, 2, 3, 4, 5. Да. Плюс 2 волшебника. Лондруид там в 3 звезды на 7 уровне, понимаю. 6 воинов. Ну, это такое. Не страшно. Как же там Смоки не везет. Сколько он там сролил, у него уже 46 хп, у него до сих пор Луна 3 звезды нету. Но это жизненная жиза, я его прекрасно понимаю. У меня точно такая же аналогичная ситуация была, когда я пытался сыграть через жезл Кира и, соответственно, Луну. Точно такая же ситуация была. Умри! 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 Нет! Не кастуй! Сдохни! Да! На тоненького, чисто на тоненького. Но я думаю, он уже не будет яйцо юзать в Марсе. Не, я, конечно, могу ошибаться. Я думаю, может, и юзнет яйцо. Вопрос только в том, будет ли он ставить себе сейчас синергию гоблинов полностью. Может, да, ставит, да. Но это хорошее решение. И расстановка мне вообще не нравится. Все максимально кучно становятся. О, наконец-то там Луна в 3 звезды собралась. Сквозь слезы собрал себе Луну в 3 звезды. На смоке. Ну, я его понимаю. Его можно понять там. Короче, мне его расстановка не нравится. Все кучно становятся. Я уже 1000 миллиардный раз говорил о том, что когда вы ставите всех кучно, это может быть лютая проблема. Надо хотя бы сделать себе одну клеточку разницы. Да, у него как бы есть Святой Грааль, но у Святого Грааля довольно-таки неплохой радиус от хила. Ну, короче. Там просто есть уже, как вы понимаете, есть Энигма в 2 звезды. Есть куча урона массового. Ну ладно, плевать. Так, Смоки с Луной в 3 звезды. Может, кстати, и вынесет его. Сейчас Луна разгонится. Или не разгонится. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой-ой-ой, как же ему фартануло только что. Но у Смоки нету полных троллей. Были бы у него полные тролли, он бы его вынес. Но у Смоки не было полных троллей. Что-то пока что у него все идеально идет. Неужели это будет однокалиточная? Так, на мобах поставил, соответственно, себе фулл пант. Хорошо. Там еще фулл звери есть. Но я все-таки думаю, что здесь будут фулл мехи. Будет прикольно, если ему 2 минера придет. Кстати, ребята, я вспомнил, короче. Кто вдруг не знает.
то запись всех моих стримов есть как на Твиче, так и, соответственно, на Ютубе в разделе трансляции. Поэтому, кто пропустил мой стрим, можете, соответственно, посмотреть его запись. И скажу так, тот стрим, который был в воскресенье, это было нечто. Я уверяю вас, вы получите тонну эмоций, если посмотрите, соответственно, те стримы. Тот стрим, точнее. Так, вышел из инкама, поставил себе сумку взял. Окей, можно яичко взять, либо же Мамору. Кстати, Мамора будет неплохо, потому что если тебе придет какая-то легендарка, ты можешь ее закинуть и сделать 2 звезд по барику. Если, конечно, бог рандома улыбнется. Но, в принципе, и яйца это хорошая тема. Правда, сейчас все зависит от того, насколько быстро ему придет минер. Ему нужен минер. Если минер не придет, то это будет... Я думаю, вы сами прекрасно это понимаете. По губам Балтецкий на 28 будет только в путь. Взял рыбалку. Интересно, кого блочи будешь? Тут, кстати, зверь, слон с этим, с некромиконом уже, это плохо. И, кстати, он здесь проиграл раунд, по-моему. Да, проиграл. Это хорошо, что еще фу... Да, проиграл все-таки. Это хорошо, что еще фул зверей нету. Прикиньте, если были здесь фул зверя. Он бы тут, ну, уже подкис 10 раз. А чё отменил? Эльфы? Интересно. Некр. Бери яйцо, бери некра. YouTube. Одно уведомление. Омник! Хорош. Ну давай, минерчик. Ну, мы тебя все ждем. Да продай этих пант уже. Ну, типа, они тебе ничего не принесли. Кроме более разочарования, как ты понимаешь. Понимаешь, что не хочется, и надежда умирает последней. Но все же, придется расстаться. А тут еще и такой, этот Хускар, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, как все плохо становится в моменте. Not bad, not bad. Нефритовый генерал Эмбер. Это сильно. Опять некр. Это прям намек на то, что нужно некра брать. Это намек. А вот, кстати, бог-жрец собирается. Если мне не изменяет сейчас то, что я думаю, то бог-жрец собирается. Хотя вряд ли. Скорее всего, это бог-орк. Хотя, может, он перестроится в бога-жреца. Типа, сейчас насобирает себе все как надо, а потом перестроится в бога-жреца. Да, это пока что бог-орк. И он его вынес. Боже, ситуация-то плохая становится резко. Оу май гаш. Все. Керри вот эту вот молодую. Керри. Просто керри ее. С ней у тебя будет счастье. Только волшебников не продавай. Все, найди Роквейн. А ты, по-моему, Роквейн скипнул, да? Если мне не ошибает память, то ты Роквейн, по-моему, скипнул. Скипнул же, ну? А ну, покажи мне, покажи. Ты Рок войны скипнул? Рок войны первого тира. Ну-ка, покажи. Покажи мне Рок войны. Скипнул или нет? Там легионков 3 звезды у молодого. Кстати, раз ты ролишься, то ты мог бы сумку под домена активировать. Зачем тебе эта рыбалка? Или ты еще не уверен, что ты не будешь эльфов до конца блокировать? Омник, кстати, неправильно стоит. Его надо посередине поставить.
О, 9 воинов. Неприятненько. Короче, Омника надо посередине поставить, потому что у него не такой огромный радиус его ультухи. А если ты поставишь его посередине, то, соответственно, он будет на всех накидывать свой ульт. Ну, вроде, кстати, выносит. Или это я так хочу, чтобы он выносил? Да, это я так хочу просто. Да. Сумку подомен активируй. Time for a miracle. Ladies and gentlemen, my personal showtime. Покажи, пожалуйста, ты скипнул урок войны? Я просто не увидел, скипнул он или нет. Еще меня смущает то, что там зверь огромный. В самом деле, придет ему МПС-ка, и урок войны, если он не скипнул, то он разорвется и вся. I am inevitable. Хорош. Минера хочет. Хочет Минера, я прям вижу, как он хочет Минера. Боже, так зачем ему реликвия яиц? Вот скажите мне, зачем ему реликвия яиц? Зачем? Она ему вообще не нужна, эта реликвия яиц. Он и так спокойно справляется. Такую толпу насумонил, толпу яиц насумонил. Ты видел цену на яйца? Прекращай. Прекращай. Цены на яйца сейчас дорогие. Алхим 3 звезд? Ошибка твоя в том, что ты не юзнул сумку пандам. Ты яйцо вкинул! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Какая обида! Он вкинул яйцо в бабку? Ох, короче. Драконий рог, бери драконий рог. Бери драконий рог, в алхимика закинешь. Почему не драконий рог? У тебя же есть отхил как бы чернокнижников. Бери алхимика. Синергию Киры себе сделаешь, будешь наваливать. Только для этого тебе нужно будет поставить троллей, желательно, чтобы у тебя скорость атаки сломалась. Жестко протупил в плане того, что он не изнул сумку пандамена и тупо все бабки сролил. Он мог намного экономнее все сделать. Типа это рыбалка, это, ну, не то. Не критично. А так-то больно. Молот грома, хорошо. Еще и цепочка, отлично. Не, если он алхимиков 3 звезды соберет, поставит троллей, он здесь их разорвет. Просто без шансов. Ему надо предмет 5-го тира искать. 4-5 тира. Вот такой вот предмет надо ему искать. Вы это видите? У него сейчас еще и яйцо запасное останется. Обалдеть! Да чтоб мне так везло, когда я собрать хочу алхимика. Два, предмет 5-го тира. Либо перчатку 4-го тира, либо предмет 5-го тира. Я за предмет 5-го тира. Все предметы хорошие. Череп, в принципе, можно было бы взять, но я думаю, лучше дикую броню. А что такое предмет? Радик же это такой себе предмет. Ты бы взял себе кирасу, добавил бы скорость атаки, уменьшил, соответственно, броню в своих врагов. Добавил бы себе броню, звери бы тебе так жестко не били под твоими гоблинами, потому что тебе же гоблины дают и хп реген, и броню. У тебя было бы тонна брони, ты бы просто наваливал. Плюс ты еще и воина бы... Я не понял, короче, этого мува. Ладно, ты скипнул как бы маску. И это как бы такое. Так, Арс.
Ты должен обязательно ответить на все мои вопросы, которые я тебе задал, потому что с таймингами желательно, чтобы я потом не искал эти вопросы. Почему не Кирасу? Почему Радик? Типа 18 брони плюс 30 хп регена дает тебе баф гоблинов. Плюс тебе Кираса бы давала еще 15 брони. Плюс бы она давала тебе скорость атаки. И в радиусе бы всем броню уменьшала. Ты был бы намного плотнее и тому подобное. Тогда, кстати, о, красава, я только хотел сказать за импресску. Красава, красава, здесь уважение. Ему импресска сейчас фулл ману восстанавливать будет всем. Кстати, помимо того, что Кираса дает тебе броню, она и в радиусе дает броню, она в радиусе еще уменьшает, плюс у тебя алхимик еще своей активкой уменьшает броню, поэтому ты и воинов разрываешь вдоль и поперек. Там алхимик нормально так брони режет. Ну, короче, неоправданное решение взять Радик, но это лично мое мнение. Хозяин барин. Допустим, маску 5-го тира, окей, это оправданно он скипнул, но вот Кирасу неоправданно скипнул, типа... Он бы от зверей защитился бы и броню. Ну, короче, ладно, все. Взял и взял. Правильно, правильно. Че я вот это сижу, размусоливаю? Как будто трагедия произошла. Нет, трагедия произошла, кстати. Трагедия произошла. С сумкой под домена, конечно, люто провтыкал. Типа, ну ладно. После этого ролика, я думаю, он осознает свои ошибки, подметит для себя что-то. Да, Арс? Скажешь, насколько тебе этот ролик был полезен по итогу. Ну, кстати, 600 урона нанес с помощью Радика. Окей. Но это единожды случаи. Я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Ему так хорошо идет вот это вот все. Интересно, что он будет дальше делать. Да нет смысла тебе от советки. Ну, серьезно. Типа, зачем? Хотя, в принципе, можешь поставить, если ты не будешь троллей себе ставить. Хотя на его месте я бы поставил себе синергию троллей, бы сломал бы себе скорость атаки и просто наваливал бы движ. Угу. Все-таки решил взять, окей. Not because it's beautiful. Итак, что тебе туда за реликвия упадет? А ну-ка, показывай. Мамора. Берем. Окей, кого засовываем? Ну, в принципе, да. Импресску он сейчас не использует как керри, он использует ее как саппорта, и это, в принципе, правильное решение. Сейчас, я думаю, он и Винга вынесет. Не, ну, я уверен, что с Кирасой был, он бы намного быстрее всех выносил. Ой, ладно, короче, я что-то за эту Кирасу прям уцепился, и мне прям жаба давит. Ну, просто сколько там... Все, все, все. Давайте найдем плюсы в Радике. Раз в 2 секунды наносится чистый урон. Первое. Второе. Дает 25% уклонения. Плюс в радиусе дает 25% уклонения. То есть 50% уклонения по сути имеешь. Все. Плюсы есть. Плюс чистый урон. Даже если ты в контроле, то ты будешь хилиться. Раз в 2 секунды. Как же Корни? Тильтует. Но он их вынес в любом случае, но тильтует. Плюс винстрик сюда в копилочку, спасибо. Спасибо, что дал покушать. Духовный талисман, кстати, закидывай. Будет у тебя вообще там много уклонения. Ну, сколько там? Ну, там на самом деле нет прям так критично много. Ну, много. Сколько там она дало? Ну, процентов 60-65 где-то уклонения будет. То есть 25% от радика, 25% в радиусе, плюс медальон. То у нее где-то будет 60-65% уклонения. Пригодится.
Ему, конечно, надо немного расстановку поменять, потому что там стоит Рики, и этот Рики накидывает Сайленс, и он накидывает прям на алхимика. Что плохо. Интересно, что он сейчас дальше будет делать. Он будет брать уровень или он все-таки ролиться будет? Да, в принципе, у него есть такой алхимик, и я думаю, нет смысла ему ролиться. Вообще нет смысла. Опять корни отвалите! Нормас, нормас. Навалил вышка. Уровень берет, окей. А минера, я так понимаю, до конца игры не будет, да? Но это жизненная ситуация, когда ты хочешь сыграть на гоблинах-мехах, тебе вот такая вот тема происходит. Тебе не идет минер и все. О, вот это опасно. Башер 4-го тира, это очень опасно. Смотри, чтобы он сейчас не поставил рыжего лиса вперед и не забашил тебя. Если он поставит рыжего лиса вперед и забашит тебя, это будет очень плохо, и ты можешь проиграть игру. Сейчас надо максимально внимательно быть с этим. А там чел, походу, даже не знает, что можно менять местами, и что рыжий лис в первую очередь будет башить алхимика. Но сумку Пандамена ты зря сейчас юзнул. Сумку Пандамена надо было юзать тогда, когда бы начался следующий раунд. Ну, неправильно юзнул сумку. Ты тупо один раунд сейчас проиграл для себя. Плюс ты берешь уровень в любом случае. Зачем ты юзнул эту сумку? В чем прикол? I Мгм. made a promise with you. Command you to unseal the magic stone. Follow me. Это нам надо. Follow the light. Это мы берем. Меню. О, сюда. I warned you. А что ты яйцо не... Ну, я так понимаю, хочешь в цветку закинуть яйца. Ну, в принципе, да, это куча массового урона будет. Ну, ладно, в принципе, оправдано. Бам! Боже. А теперь представь на мгновение, что у тебя была бы кираса, и вот эта минка бы взорвалась под кирасой, под тучкой алхимика. Это просто был бы полный развал. Там бы столько урона было бы. Потому что минка наносит физический урон. Ставь волшебников. Хорош. Кстати, логи боя открой, пожалуйста. Хочется посмотреть на логи боя. Я так понимаю, он хочет сделать себе импресску, плюс он хочет себе сделать орка чернокнижника. Хорошо, что заметил момент с импресской. Ну, типа, сейчас мобы не особо важно, но в целом хорошо, что он заметил, что он им импресску не поставил. Хотя может. Все-таки арканцы, когда юзаются, это прикольно. Кристальчик, отлично. Кристальчик, это хорошо. Нормас, нормас. Это нам нравится. Можно будет еще и квапу поставить. Ну, нет так нет. Башер, кстати, хорошая тема. Ну, в принципе, да, он сейчас мейн керри заглушит. Мейн керри будет отдать. Нет, так отдай предмет в алхимика. Зачем тебе там святой грааль в алхимике? Что за бред? О, минерчик, бери. Explosions, the only true art form. А реально зачем тебе святой грааль в алхимике? Fire in the Нормас. hole. Тапай, апай. Every scar makes an even more. Да, была бы у него кираса, там бы мина взрывала, будь здоров. Под тучку алхимика. Ой-ой-ой, там Дум прилетел. Или подожди, а что это было? Не Дум?
Ему надо немного расстановку поменять. Там ему Рики всю малину портит. Он в моменте может потерять все хп. Еще один минер. Один хорошо, два лучше. Хочет для красоты цветку найти себе. Ну вот она есть. Who made a promise with you, command you to unseal the magic stone. Такой думает, ну и ладно, ну продам одну цветку. Ну чё уж. Rays have calmed down. Кстати, ну вот видите, он даже не меняет расстановку против Рики. Это плохо. Типа плевать, но типа плохо. Кстати, вот сейчас хорошо сработала Crimson Guard. Ну вот этот Crimson, короче, хорошо сработал. Там, короче, чел на рыжем лисе, ну на зверях, он не доиграл. Он мог лучше сыграть. В общем, снова каточка обрывается на вот этом вот моменте. Не показалась итоговая статистика, не показались итоговые предметы твоих противников. И это неинтересно, это плохо. Ребят, пожалуйста, если скидываете катки, до конца и пролистните вот противника, чтобы посмотреть, какие у него предметы были, какую сборку он делал, что к чему. То, что конкретно я увидел в катке, я озвучил про тебя. То, что я увидел у этого зверя, я тоже озвучил. Я хочу получить на все эти вопросы ответ. Я надеюсь, этот ролик был для тебя полезен. Ты подчеркнешь для себя некую информацию. И все, в принципе. Мне, в принципе, понравилось. Нереальный фарт на алхимика. То, что доктор прописал. Уровень ладьи, да. Уровень ладьи. Игра уровня ладьи. Вот. Вот. Неплохо, неплохо. Есть куда расти, есть что подметить. Ну, я уже все сказал, в принципе. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забудьте поддержать меня своим лайком и комментарием 3 слов, если вам нечего добавить по поводу этой катки. Также, кто не подписан на меня, обязательно подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков. И также у моего канала есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!